Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Скорпион на канале Таро Инспирационы. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша личная жизнь до конца года 2026. Давайте узнаем, а что же нам карты подскажут для вас. А если без карт про астрологию, то этот период может быть не просто знаковым, а может нашу жизнь, я смело могу сказать, знаете, как перевернуть, может быть, и с ног на голову, а потом придется где-то вернуть назад. Почему я так говорю? Потому что у нас, представьте, 6 планет в ретро-движении. Тут действительно вторая половина года 2026, она совершенно не похожа на первую половину. И если даже были какие-то, я бы сказала, на начало августа, да, одни энергии, одни мысли. Тут в течение даже августа, это вот месяц август, он может быть таким, я не напоминаю, для того, чтобы, кто открыл позже видео, вы можете немножко вспомнить, вот что у вас там на кону в августе стояло, да, или о чем вы думали. Здесь ведь, если мы говорим о ретро, это всегда дежавю, то есть это возвращение к каким-то истокам, какой-то прежней ситуации. Для чего? Придется, может быть, и замедлиться, но для того, чтобы порядка в нашей жизни было больше. И 4 важных игрока. Ваша планета-управитель, Плутон, мои дорогие. И она, правда, в ретро-движении до середины, до 18 октября. Но есть у нас еще и Сатурн, который до 11 декабря, то есть дальше. Более того, Сатурн – это планета кармы. Очень интересный транзит у нас ретро-Нептун, мои дорогие, до 12 декабря, то есть почти до конца года. И мы уже сейчас в ретро-Нептуне находимся с вами. Что это такое? Самообман. Понимаете, то есть у нас сейчас с вами тот период, когда самому не обмануться. А у вас чуйка великолепная, вы умеете слушать свою интуицию. Поэтому я вижу, тут для скорпионов могут быть какие-то очень интересные моменты. Ну, наверное, даже если мы позволим себе где-то размечтаться, да, или замечтаться, у нас и Уран, планета перемен, инноваций, революционных каких-то таких, знаете, быстрых, может быть, решений, или за счет того, что вокруг что-то меняется тоже, да, это всегда и скорость есть, и не так, как прежде. Так вот, тут интереснее у нас получается, потому что ретро-Уран у нас пробудет с 10 сентября, и если я могу ошибаться, это на ум говорю, но, по-моему, с 10 сентября в сентябре именно уходит планета Уран в ретро-движение и закончится 8 февраля. То есть какой-то вопрос, он может несколько, не только до конца года, а часть, да, каких-то ваших желаний или намеченных планов перемещается на первые месяцы 2027 года. И все бы так ничего, да, но это ж надо, вот вторая половина года собирает для нас как кармические задачи. Но еще у нас будет с вами ретро-Венера, а Венера – это личная жизнь, благополучие, деньги, это наш дом, это как обнажает какие-то сложные, может быть, и кризисные вопросы в любви и финансах, возвращение бывших или какой-то прежней истории – может сопутствовать как раз этому транзиту. Но у нас еще и ретро-Меркурий. Представляете, 6 планет на самом деле. А ретро-Меркурий – это, если положить на все остальные планеты, классическая путаница. А я бы даже сказала, время идеального шторма. Вот что-то мы будем, у каждого, конечно, свое. Всегда призываю, останемся реалистами. Но считаю, что вот вы... Может быть, для кого-то это будет очень важно услышать, чтобы проникнуться моментом. Чуть позже напишу статью. Кармические гороскопы публикую на сайте. Ну и в сообществе обычно я всегда это тоже публикую. Поэтому следите. Итак, что же вот эти все тандемы дадут нам, вам, мои дорогие любимые скорпионы? Вот прелюдия перемен. Смотрим на картах пасьянса, что идет в жизнь скорпионов. Смотрите. Мне кажется, в одном из раскладов, а может быть и в нескольких, уже где-то фигурировало что-то подобное. Нож – это ссора. Вопросы конкретно. Благополучие – это голубь. Это вот все то, что я говорила. Это наш базис. Это то, чего мы можем оттолкнуться. Это надежные люди. Это надежное финансовое положение. Но, значит, есть какая-то заминка, которая каким-то образом может воздействовать на ваше благополучие. Может быть, это связано с вопросами работы.
Может быть, это все же и вопросы вашей личной жизни. Но вот смотрите, тут есть такой нюанс. К примеру, не поссориться с доброжелателем. Есть человек, когда выпадает именно ангел, то этот доброжелатель, так прописано в пасьянсе, но я бы сказала, ангелы присматривают за вами. У вас ведь, тем не менее, невзирая на какие-то сложные транзиты для Скорпиона, это может быть какое-то очень важное время. Опять же, с учетом того, что ваша интуиция, она определенным каким-то своим образом работает. Может давать вам подсказки. Поэтому, мои дорогие, на кону вообще ваше солнце. Тут все значительно серьезнее. Конечно, предупрежден, вооружен, поэтому, может быть, это даже у кого-то из вас, карты только как прелюдию говорят, какая-то ситуация достигает пика, и, может быть, этот нож, как желание кому-то, ну, вот высказать все, правда? Терпим, потом скажется, ай-то сейчас я тут под откос буду все подряд пускать, потому что все мне надоело. Я, конечно, утрирую, надеюсь, вы понимаете мой сленг, но тут именно, посмотрите, доброжелатель, вот надо же так, собрались символы, ангел, благополучие, а главное, в центре ваше солнце. Какое-то непростое решение вам придется явно принимать. Давайте пойдем дальше. Солнце – это всегда выбор правильного направления. У кого-то не просто решение на словах, а важный документ подписывать. Может быть, вы и получите такую бумагу, документ, что-то подобное может быть. Причем это действительно кармический какой-то процесс. Выпадает крест, и это судьба. Мы от этого не уйдем. Либо любое дежавю, как мы говорим, или любое ретро – это то, что с приставкой пересмотреть, переписать, передумать, переиграть, в конце концов, да? Вот, может быть, это будет связано с какой-то историей. У вас карты в руки, потому что у вас как раз это получится сделать. И, может быть, если мы говорим ретро-Нептун, да, мы были в каких-то своих, ну, как и мировоззрение, в своих взглядах на жизнь. Или на то, как оно в принципе должно быть, что такое правильно, что неправильно. Здесь могут сталкиваться интересы ваши и ваше представление, понимание с интересами другого человека. Может быть, даже с теми интересами или тех людей, которые ваши, ну, как родные люди. Может быть, сама по себе история у кого-то и любви, а у кого-то это будет связано именно с ближайшим окружением или родственниками. Но это те люди, которых мы не можем исключить из жизни. Для кого-то из вас будет, возможно, путешествие или дорога. Смотрите, дорога выпадает. И бывает так, что... Интересно, а тут еще бокалы, это гости. Либо вы кому-то в гости, либо гости к вам. Может быть, вы будете что-то подобное планировать. Я этого тоже исключить не могу. Скучать будет, мои дорогие скорпионы, явно вам некогда, потому что есть о чем подумать, есть с кем поговорить и договориться. Опять же, солнце на кону, и это что-то очень серьезное. Я тут вижу без компромиссов явно... Ну, не обойдешься. Может быть, и вам придется собственное решение переиграть, передумать, опять же, да? А если это касается документов, я могу предположить, что Скорпион будет думать и как просчитывать один, второй, может и третий вариант, как правильно поступить. Вот вы будете явно, когда выпадает солнце, это ясность в первую очередь. Поэтому ясно вы будете что-то видеть. Может быть, какой-то вопрос. А у нас, кстати... по части этого, именно конец августа, 28 число, частичное лунное затмение в знаке рыбы, и вы можете это чувствовать особенно остро, как остро, а интуиция будет вам давать лунное, потому что затмение, да и рыбы, как и вы, знак зодиака, стихии воды, вы будете, с одной стороны, можете услышать как какую-то новость, информацию, встречу с человеком, ну, разными способами это может приходить, но есть о чем задуматься, поэтому... Опять же, конец августа вам может подарить какую-то историю или перезагрузку в какой-то истории, скажем так, когда вы начнете, ну, анализировать, как вам поступить. Может быть, это такой поворотный момент, как новая точка отсчета, но еще пока такая зыбка непонятная, потому что Нептун – это как раз та планета, которая смывает, размывает все границы. И хоть Сатурн-то, вот, как ни странно, Сатурн, он призывает эти границы обозначить четко,
А по Нептуну это 1000 каких-то, может быть, и если. Ну, поэтому я и вижу, что то, что было для нас, ну, где-то, ведь лунное затмение приносит именно, когда не только прояснение, а какая-то тайна открывается. И тайна может быть банальна, когда мы представляли, опять же, что-то определенным образом, и вдруг мы понимаем, да нет, не туда я шел. Или то, что я себе напредставляла, на самом деле в реальности этого нет. Вот такие тоже могут быть метаморфозы. Ладно, давайте пойдем дальше, потому что могу долго про астрологию говорить. Но, в принципе, даже не зная этих символов, я думаю, что подсказки Скорпион, если переложит именно на свою судьбу, вы точно можете связать с каким-то сюжетом тот или иной символ. И у нас сегодня две колоды Чиро Маркетти на колоде Ленорман. Золотые мечты. Мы достанем первую карту и спросим, кто или что появится неожиданно. Это может быть человек, но это может быть ситуация. И с учетом вот этого ретро-движения, может быть, и какая-то проблема возвращается. Мы все разные. И вторая карта. Что прояснится для скорпионов? А что уже стоит у причала нового дня, у причала будущего? Что спешит в вашу жизнь? И мы достанем три карты четко по позициям. Первая это у нас будет для тех, кто в паре, у кого, ну, все относительно хорошо, спокойно, понятно, по крайней мере. Вторая позиция для тех, кто один или одна, состоится ли новое знакомство. И третья позиция для тех, кто в сложных отношениях. Вот давайте будем узнавать. Так что же там внезапно в жизни скорпионов и неожиданно? Вот она, лиса. Да, лиса это всегда хитрость. Лиса – это обман. Но с учетом всех транзитов, о которых я долго говорила, а ведь и правда, вы можете узнать какую-то тайну. Вы можете, например, узнать даже что-то о человеке. К примеру, у вас сложилось определенное мнение, когда и вдруг всплывает какая-то новость. А может быть, это совершенно действительно неожиданно, тайное становится явным. И вы о чем-то будет у вас повод задуматься. Что это такое? Что или кто появится неожиданно? Информация. Будьте готовы к какой-то новости. Туз жезлов – это, во-первых, шанс. Значит, что-то вам тут передумать, переиграть определенно придется, потому что это как новая точка отчета, так и в чем-то точка невозврата. Мы говорим август, солнечное затмение и лунное затмение, называем коридор затмений. И вот вторая половина августа – это время, когда мы открываем, как будто или открывали, для тех, кто смотрит видео чуть попозже, почему я говорю, прокрутите киноленту собственной судьбы назад. Какую-то дверь, она как перед нами возможность открывается. Но есть и то, что нам нужно закрыть, как собственный какой-то прежний гештальт. И здесь это будет связано, скорее всего, семерка жезлов, когда очень много людей на вас буквально давит. Давят, потому что хотят, чтобы вы с ними или согласились, или в чем-то участвовали, или подписали какой-то документ, ну вот переложите на себя, вас могут к чему-то уговаривать, вот буквально так, или подготавливать, знаете, как вот есть фраза, подготовить почву, да, какую почву, это не про землю, конечно, будет, а это именно, когда нас словно обрабатывают так психологически, да, может быть, нас слушают, где-то диалоги происходят, но вот так вот из-под так или иначе нас уже к чему-то склонить пытаются. Если бы не было вот этих карт, то я бы, может быть, об этом не говорила. И вот что появится неожиданно до конца года, то, на что вы уже, может быть, практически согласились или почти согласились. По этой теме вы можете для себя получить какую-то очень важную информацию. И это вас заставит задуматься. Скорее всего, это будет связано с деньгами или конкретным лиса, конкретным интересом конкретного человека. И будьте готовы к тому, что в вашей жизни может быть такая метаморфоза, когда вы, если карта лиса обман, то может проиграться, когда вы понимаете, нет, сам обманулся. Не надо мне, чтобы кто-то меня, да, так вот нарочно обманывал. Нет, сам на что-то согласился, ну или сама на что-то закрыла глаза. Вот я тут вижу так. Хотелось думать о людях, может быть, лучше. Или хотелось
ну, как-то поступить благородно, да. А с нулевым арканом мы как будто понимаем, что мы совершили ляпсус, мои дорогие. Может быть, это действительно какая-то ошибка, по которой вы дополнительно узнаете информацию вот именно до конца года. Я не исключаю, что это будет связано даже с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент, хотя, в принципе, это сильная позиция. Карта может говорить о том, что даже если что-то подобное, ну, вот как мы сами понимаем, что, эх, елки-палки, ну зачем согласилась, или ну зачем подписала эту бумагу. Мои дорогие скорпионы, все равно у вас сильная позиция, вы можете все переиграть. Помните, то есть неважно, чего касается, у кого-то денег, у кого-то бумаг важных, у кого-то обещаний. Если, ну, может быть, не очень это красиво звучит, но хочется сказать, данное обещание, слово мое, хочу даю, хочу беру обратно. Если к документу тоже можно что-то переписать, переделать. То есть вам пространство, кто или что появится неожиданно. Да, здесь как открываются наши глаза, но это не просто так происходит, потому что какие-то ваши действия должны последовать, вам именно придется что-то переиграть, переделать, но все то, что я говорила с приставкой «пере». Давайте мы еще для вас, как совет, достанем одну карту. Будь готов к неожиданностям. Кстати, будь готов к тому, что какой-то человек по рыцарю жезлов, кто-то может действовать на импульсе, кто-то на импульсе может проговориться, кто-то внезапно приехать, появиться буквально в вашей жизни, на вашем пороге, или это будет визитер по работе, может быть и так, хоть мы и смотрим на личную жизнь, а если это ваш личный бизнес, например, то это часть нас самих, ну или ваше какое-то личное дело, например, да, которое от нас требует очень большого участия. Когда не рабочий день, да, от звонка до звонка, а когда действительно ты туда вкладываешь и душу, и время, все свои силы, может быть такой поворотный момент. Причем человек конкретный может вести себя всегда по рыцарю жезлов. Это, знаете, ну, как непредсказуемый момент. Но, кстати, карта все же как совет, она говорит, будь готов не только к неожиданностям, Скорпион, но будь готов еще к тому, что здесь, вот, кстати, мы на личную жизнь, если смотрим, может появиться человек, который буквально с признаниями в любви. Причем очень настойчивыми. Вот прямо вот люблю, не могу, завтра умру, да? Ну, а может быть, я опять же утрирую. А где-то эту песню вы слышали, ну, из разряда «Тебя люблю, трамвай куплю», и вы скажете, да я уже это в этой тональности проживала некоторое время. Или то, что ты мне, допустим, сейчас говоришь, я тоже делю надвое, да, вот есть какой-то такой момент. Но когда рыцарь жезлов, это всегда какая-то страстность, импульсивность, мои дорогие. Но карта говорит, тебе придется действовать быстро, у тебя будет какой-то такой момент, если это даже касается работы. Когда вот все то, что я сказала, проясняется какая-то ситуация, и от вас это потребует включиться в этот вопрос. Не сказать, что подумаю завтра. Мы все-таки смотрим совет. Так что же прояснится? Вот смотрите, мои дорогие девочки, у кого-то из вас будет прояснена ситуация. Вот наша прекрасная дева держит розу. Это любовная ситуация. Это правда. Мои дорогие мужчины, для вас интересная история с вашей любимой женщиной. Причем женщина, посмотрите, она не собирается что-то предпринимать. Может быть, и вы, мои дорогие девочки, будете в такой, ну, жизненном положении, ситуации, когда надо подумать, да. Оно вроде бы приятно. Нам показана девушка очень довольная. Но не спешит она с места в карьер куда-то бежать или прям действовать. Она сидит, она что-то обдумывает. Может быть, даже взгляд ее так немножко в сторону, явно что-то анализирует или что-то вспоминает, ей это приятно. Но вот тут есть такой момент, как для мужчин это будет девушка-женщина, а для вас, мои дорогие девочки, это проявление какого-то человека, может быть, причина и следствие, да, и ваша задача, как правильно поступить, или какой выбор, да, будет. Тут я больше вижу личную историю, которая будет проясняться. Давайте еще одну карту достанем. Так что же прояснится? Ну, всегда говорю по этой карте выход из лабиринта, но и будем говорить, у вас 2 туза.
И это как минимум даже два известия. Может быть, это начинается с первых шагов, да, с первого известия, а дальше цепочка развивается. И это холодные мысли, это рационализм, потому что, ну, меч. Поэтому потребует от вас, для кого-то, как минимум, это может быть прояснение или как в отношении вас работает закон. Перед тем, как на что-то согласиться, какие бумаги мы подпишем, и тогда, может быть, на последующий период, какие будут в отношении меня приниматься, может быть, решение, или если человек примет одно решение, как это для меня в плане надежности, или что это будет означать, ваша степень участия в чем-то и ваша мера ответственности. Все-таки мне хочется сказать именно так. Да, тут есть какой-то законодательный или документальный акт, или просто знание, которое нужно иметь. Король мечей – это всегда эксперт. Хотя, что прояснится, может быть, как раз и проясняется ситуация, которая связана с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы весы водолей, или этот человек, кстати, иногда означает бывших. Поэтому ретро-Венера плюс вот этот букет из большой ретроградности нам может как раз давать возвращение какой-то прежней истории. Причем я ведь могу допустить, что кто-то из вас будет сам возвращать, но точно так же, если юристы, адвокаты, люди в погонах или представители законной власти, охраны порядка, да, вот, то есть это люди, которые работают по приказу. Поэтому если ты чиновник, значит, вы сами можете в какие-то офисы отправляться. И если это история, которая была связана с конкретным человеком, да, то тогда вам захочется подумать и найти дополнительную информацию, которую вы, безусловно, найдете. Тут, может быть, даже чтобы была путаница устранена, вам как раз и потребуется, ведь эксперт, если мы говорим, знания, вот именно те, которых, может быть, недостает у вас по какой-то прежней истории, которую она уже закончилась. Всегда по тройке мечей, именно мечи, да, это то, что было прежде. Но это то, что нами никак не забыто. Да, уже и сердце вроде не кровоточит, уже и отболело, как я говорю, и отгорело уже что-то. На смену, ну, какому-то страстному импульсу приходит здоровое равнодушие, которое нам помогает не найти еще раз какие-то грабли, кстати, но и в то же время принять такое очень хладнокровное решение. И вот посмотрите, первая карта у нас девушка, женщина, так называется в этой колоде. И вроде бы чувство, любовь. И посмотрите, одни мечи. Мечи – это интеллект. Значит, по какой-то ситуации, в которой было очень много чувств, тут у каждого по-своему, очень много эмоций было, нет эмоций. Либо ситуация завершилась, либо обстоятельства уже понятны, как-то сложились, предстоит идти дальше. И, скорее всего, здесь, может быть, будут какие-то вопросы, у кого-то банально, которые будут связаны с оформлением документов, и просто это нужно сделать грамотно. Но для кого-то ведь, правда, может проиграться как возвращение бывших, но тогда вам, может быть, и есть ваш интерес, мы все разные, да, но тогда не с позиции, опять же, эмоций, а с позиции интеллекта и целесообразности. Слушайте вашу интуицию. А что спешит в вашу жизнь? Ну, вообще-то любовь, мои дорогие. Скорпион должен быть счастлив. И вот даже вот такая сложная, да, ситуация, ну, какая-то, как прояснение, да, может быть, и есть элемент внезапности, а это всегда для нас так несколько неожиданно. Ну и первая позиция не самая простая, а тем не менее, что в вашу жизнь спешит любовь. Давайте я достану дополнительную карту, что спешит в вашу жизнь. Смена статуса. У кого-то может быть на кону, если уж мы про любовь. Ну, как проходит, безусловно, по императору статус, если мы говорим бракосочетание. Я не исключаю, может быть, у кого-то и бракоразводный процесс. Все-таки мы все разные, да? Может быть, одна история любви уже завершилась де-факто, а де-юре еще нет, не подписаны документы. А у кого-то из вас уже совершенно другой избранник или избранница. И вообще планы уже за какой-то период поменялись. Бывает и так, что бракоразводные процессы годами
длятся, это ж не значит, что мы нашу жизнь поставим на паузу. Поэтому все равно вашу жизнь, посмотрите, я бы сказала, ведь император, по сути дела, организация. Да, иногда эта карта как структура, порядок, структура власти, в том числе, да, если мы говорим, что принято в обществе, но это еще организация собственной жизни. Поэтому очень символично эта карта выпадает, вам придется с учетом вашей личной жизни как будто реорганизовать вопросы статуса. Может быть, это и будет через подписание документов, но, может быть, и вам придется себя несколько в другом, как амплуа представить, но еще и оформить некоторые важные бумаги, документы. Потому что, когда документы в порядке, тогда все-таки у нас больше надежности или уверенности в завтрашнем дне. Да, тут ситуация касается личной жизни. Вообще ваша карта, но есть такое значение. Карта любящего человека. Тот, который любит безусловной любовью. Не за что-то, не потому, что там есть какие-то причины. А это, знаете, та любовь, которая самоотверженная. Это та, которая до самоотречения, потому что по этой карте у нас идет альтруизм. И тем не менее этот альтруизм, он тоже какие-то границы должен иметь, потому что иногда это карта долгого ожидания. Но мы же верим, нам же пообещали. Вот явно вы тут будете наводить порядок в вашей личной жизни. И вы можете это сделать красиво, как-то грамотно, правильно. И если были какие-то недочеты, ошибки, если и были какие-то задержки, значит, тут будут и важные выводы вами сделаны, но все равно вот с этими картами Скорпион до конца года какую-то очень правильную траекторию по личной жизни возьмет. Вот давайте теперь мы конкретно посмотрим для тех, кто в паре и у кого все относительно хорошо. Ух ты, тут перемены, причем добрые перемены, которые ведут к победе. Буквально, значит, документы будут подписаны, что-то будет согласовано. Опять же, тройка, и это уже взгляд в будущее. По этой карте у нас проходит иногда, знаете, как неожиданное известие, неожиданное предложение. Все-таки Меркурий. Вот, кстати, корабль, один из символов Меркурия, может такую подсказку вам давать, что какой-то вопрос, если правда, может быть связано с жильем, с детьми, с переездом. Тут мы все разные. Он может быть решен где-то или как с учетом, опять же, фазы ретроградности, даже если складывается какая-то путаница или наоборот, как закручивается лихо что-то в один сюжет, поверьте, у вас постепенно что-то и разберется. Да, тут, знаете, смотрите, 7 мечей. Вы можете узнать какую-то новость даже о человеке, кому вы очень доверяли. Я не говорю, что это для всех. И не обязательно, что это касается именно любимого человека. Ведь по этой карте нам, во-первых, самим говорят, не плашай, будь внимателен к паролям аккаунтов, будь внимателен к кошелькам, к деньгам, к бумагам, куда ты ставишь подпись, да, потому что иногда называют карта вора, но все-таки есть забрать свое. И опять же леса фигурируют, обратите внимание, 2 колоды Чиро Маркетти. Лесу мы уже с вами лицезрели. У лисы остается 2 меча, человек забирает 5, всего их 7. Поэтому по этой карте и есть и такое значение – забрать свое. Значит, тут что-то может проиграться, к примеру. У кого-то вопросы, связанные с наследством, у кого-то, то есть из прошлого, да, если мы говорим для тех, кто в паре, и у нас выпадает Меркурий. И если мы вот сопоставим, как и транзиты планет, да, и символы, которые изображены на разных картах, а ведь и правда у кого-то это может история касаться либо родни, либо каких-то родственников, либо ситуаций, которые связаны и с документами, и с финансами, или с имуществом. Вот я такое не исключаю. Причем это могут быть родственники не лично ваши. А, к примеру, мы пару смотрим. Родственники вашего партнера. Вам может что-то даже в родственниках партнера не нравится, я бы сказала так. Тут какая-то будет ситуация, когда вам захочется поставить точку. Может быть, именно в отношении общения. Или как-то пересмотреть формат общения с кем-то из людей. Потому что, обстоятельства требуют. И это может стать какая-то запутанная история, но по 8 кубков мы ищем выход, и мы его находим. И вот посмотрите, у нас выпадает короля мечей, мы уже с вами видели, да. Поэтому
Я бы даже сказала для тех, кто в паре, мои дорогие любимые скорпионы, особенно, может быть, для у кого не первый брак, а второй, третий, да, или пусть это отношения, а брака еще, допустим, нет. Тут могут быть такие сюрпризы, которые приходят от родственников вашего партнера или от какого-то человека, с которым прежде у вас были отношения. Но вот что-то такое, это именно я больше вижу из прошлого, как вам о себе что-то напоминает. И с одной стороны, если есть что забирать, да, забрать свое, будет такая лазейка или какой-то удобный момент. К примеру, что-то для себя сделать правильное по части денег, может быть, да, или бумаг. К этому будет еще и какая-то предпосылка, которая может выражаться в виде известия, звонка или вот, кстати, встречи. Но примите к сведению, что тут, правда, по пятерке жезлов это у нас всегда информационный хаос. То есть тут есть конкретно информация, скажем так, или новость, когда нам придется доузнавать, доизучить. Или когда нам подают сначала одну информацию, потом мы начинаем словно этот клубок развязывать, начинаем перепроверять все то, что нам сказали. И случайно узнаем правду, а она несколько по-другому звучит. Здесь может быть и сложная тема, мои дорогие, будьте к этому тоже готовы. Когда, вот знаете, вроде выбора есть, а вроде выбора и нет. Вроде бы забрать свое надо, да, но по некоторым позициям вы можете быть тоже как в каких-то рамках, ограничены. Тем не менее, тут есть конкретный человек, который вам может помогать, разрешить проблему. Или, может быть, степень участия, да. Вы бы хотели, чтобы это участие в процентах, грубо говоря, оно было шире, больше, глубже, а тут нет. Тут будет история, когда человек именно вот в этих рамках. Может быть, это у него какие-то третьи факторы, третьи лица, третьи условия. Здесь ваша позиция и позиция конкретного человека. У каждого из вас что-то свое. И вам придется эти два сюжета объединить в один. Почему? Потому что вам этот человек может быть полезен буквально. Или он вам нужен, или он относится к разряду тех, кого мы не отменим. Будьте просто к этому готовы. То есть какие-то перемены ваши, они все равно будут. Ну, а для пары, для самой, если там убрать какие-то перипетии с родственниками, с третьими лицами, для пары, для вашей, какое время перемен все равно. Смотрите, удивительно. Значит, какие-то перемены будут. И, безусловно, это карта успеха. Поэтому и победы, мои дорогие, они нам как будто обеспечены. И эта карта говорит, не оглядывайся назад, тебе отсюда полный вперед. Ну, значит, полный вперед, но не с теми предубеждениями или не с теми взглядами, может быть, не с теми методами, мои дорогие любимые скорпионы. Тут вам придется вот как изменить походку. Надеюсь, вы меня понимаете. Оно того стоит. Тут, правда, может быть какой-то неожиданный прогресс, причем на кону что-то важное стоит. Ну, давайте узнаем, для тех, кто один или одна, состоится ли новое знакомство. А это как вы захотите. Есть победа, опять же. У вас сильная позиция в любом случае. И карта может говорить о том, что ключики в твоих руках. Но только ты будешь решать, опять же, роза в клетке. Дверца открыта. Но карта говорит, тебе судьба даст этот ключ в руки. Ты его поставишь в эту замочную скважину. Но куда ты его повернешь? Закроешь или откроешь? Решать только тебе. Значит, может состояться и новое знакомство. Хотя роза уже в клетке, поэтому для кого-то из вас, правда, возвращение тех партнеров, которые, по сути дела, вам знакомы. Может быть, не было общения какое-то время. Я такое тоже не исключаю. Но давайте, состоится ли новое знакомство. Хотя вполне вероятно, это не то, что были отношения. У кого-то просто проиграется как тот человек, которого вы когда-то видели. Или были контакты. Каким-то образом сведет судьба. Ну, и может быть там со стороны другого претендента будут уже какие-то желания. Но нет, тут я не вижу желаний со стороны Скорпиона. По аркану повешенной это могла быть та, скорее, прежняя история, которая как вот зависла. В каком-то таком замерзшем состоянии были отношения, когда ничего не развивалось, когда были одни разочарования. Вот здесь есть о чем вспомнить, мои дорогие.
Поэтому будьте готовы. Вот я вам так скажу. Да, конечно, с картой силы. У вас сильная позиция. И, мои дорогие девочки, это карта женской силы. Это вы будете привлекательны для противоположного пола. Это, скорее всего, кому-то очень может захотеться быть с вами рядом, узнать вас поближе. Если даже прежде, допустим, знали человека или видели по работе, или где-то пересекались, все-таки на новое знакомство, я не исключаю. Будут такие попытки, да, вот как-то с вами продолжить более интересную, более близкую историю, не исключаю. Мои дорогие мужчины, это может быть та женщина, которой вы испытываете страстные чувства, и против этого, ну, как-то очень сложно противодействовать, да. Но, может быть, вы когда-то прежде, кстати, пытались сделать первые шаги, и не получилось. Вот у кого-то может появиться желание попробовать еще раз восстановить отношения. Но я точно так же не исключаю, что... Может быть, для большинства из вас тут, скорее всего, все-таки не новая история, а та история, в которой вы когда-то поставили точку, и это будет связано именно с тем, что со стороны другого человека есть определенный интерес, он хочет продолжать, или, может быть, даже она хочет, но решает Скорпион. Как-то так. Правда, и нам карта Рыцарь Кубков может говорить о том, что это как приглашение на свидание, приглашение встречи, может быть, с какой-то поездкой, у кого-то поездкой далеко. То есть рыцарь – это всегда движение. В ваш адрес движения это будет. Будьте к этому готовы. Ну и для тех, кто в сложных отношениях, ну тут сразу нам карта говорит, какие сложности. Тут мы можем договориться, хотя у кого-то могут быть темы именно по дому, по жилью. Что-то тут нашла коса на камень, но уже король червей, да, или, как мы говорим, король кубков, королева у нас уже тут выпадает, то какие-то темы по поводу дома, может быть, и перемещения. Нет, все-таки тут, знаете, как не разлей вода, какой-то союз, по крайней мере, до конца года, есть, что вас объединяет. Тут ни о каком разъединении ни одна карта не говорит. И даже если какие-то истории, все к тому ушло, то тут, скорее всего, будет какой-то почетный компромисс. Важный разговор, важный диалог. Может быть, искренние диалоги, я этого тоже не исключаю. Десятка пентаклей, тут по максимуму. Я не исключаю, что тут оба заинтересованы что-то продолжать. Тут могут, конечно, материальные вопросы соединять людей, потому что, ну, может, у кого-то из вас даже как партнер более ресурсен, или с учетом такого сочетания. А есть общее дело, может быть, и общий семейный бизнес. Или, ну, как-то с детьми, да, например, если это пара, когда уже семья. Или, мои дорогие, когда вы понимаете, что хоть нам вместе и сложно, но вас с теми, может быть, с кем просто уже и неинтересно. Вот, кстати, тут есть именно земные такие энергии, что вас вместе объединяет. Давайте мы тогда карту совет достанем на последнюю позицию. А ты смотри, Скорпион, в будущее. Будет тот период, когда тебе захочется остановиться. Словно притормозить самому. У кого-то этот период может быть полчаса, а у кого-то может быть и неделю. Мы все разные, у кого-то больше. Когда именно что-то нужно проанализировать, что вы из прошлого возьмете с собой в будущее. Но корабль уже как будто на горизонте. Он уже входит в эту гавань. И совсем скоро придется на этот корабль как запрыгнуть и отправиться в будущее. Вот, видимо, до конца года вы для себя будете точно по личной жизни, мои дорогие любимые скорпионы, определяться, несмотря на то, что у каждого своя ситуация, и нам разные позиции показали карты. Поэтому именно не назад, да, как возобновить то, что мы не договорили, или в чем мы до точки не дошли, скажем так, да, чтобы родилась, конечно, итоге в споре истины. Не надо доводить до спора, чтобы эта истина рождалась, потому что неизвестно, родится или нет. А добрая энергия тот, который больше нам о компромиссе, потому что явно какая-то история прежняя имеет прекрасное будущее. Как-то так, по крайней мере, об этом нам говорят карты. Перекладывайте на себя, помните, перемены на пороге, вот буквально как-то так.
А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Читайте публикации на моем сайте. Все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю. И вы, мои дорогие, будьте счастливы, будьте любимы всегда.